Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня со мной еще Дмитрий, который приехал сюда, прилетел. Расскажи, пожалуйста, как долетели? Что самое сложное в перелете сюда? В перелете, пожалуй, самое сложное – это время, собственно, непосредственно в самолете. В остальном все достаточно легко. Билеты, Я думал, относительно... накопить на перелет, наверное, самое сложное. Это дело житейское. Вот. А так, да, билеты где-то 80 из Петербурга. Нет, из Москвы. Из Петербурга нам еще, пришлось отдельно ехать на поезде. Для Дмитрия, как и уже для действительно большого количества туристов, я сделал многие вещи. То есть и жилье подобрал, и трансферы, и прочее. Дим, честную правду матку, как Роман любит. Давай бомби. Как это было? Достаточно все легко. Написали в Телеграм. Костя ответил буквально в течение пары часов. Помог с подбором отеля. Накидали своих вариантов, Костя накидал своих. Выбрали, что больше подошло по бюджету и по характеристикам. Все. Затем прилетели, организовался трансфер, организовались мотобайки, предложены были экскурсии. На одну из них съездили, на других просто уже были в другие прилеты, поэтому не так пригодилось. Ну да, ты уже турист опытный в этом плане, конечно же. Надо отметить, ребят, что мои услуги не ограничиваются тем, что я там обязательно подберу вам жилье или еще чего-то. Вы сами, допустим, что-то выбрали, но у вас нет возможности оплатить. Сделаем. Ладно, вступление уже и так долгое. Давайте-ка поедим чего-нибудь. Дима и Света приехали и сказали: Костян, хотим что-нибудь вместе снять, покушать. Я говорю, не вопрос, давайте это и сделаем. Мы взяли окуней морских, мы взяли кучу клешен краба. Дим, Свет, какие у вас ощущения, вы уже покушали здесь, от того, что, значит, вы уже напробовали? Что больше всего понравилось, Свет? Я люблю устрицы, здесь они свежие и недорогие везде, там, где мы были, в тех местах. Мне пока больше всего понравилось хот-pot из Коби и фубо. Фубо здесь готовят отличный. Еще бы! Коби — это рыба такая. Давайте, наверное, с окуня, пока не остыл, попробуем. А клешенки краба отдадим. Вот у нас еще один товарищ здесь сидит. Пускай он начнет ломать их, потихоньку очищать. А не в телефончике сидеть. И Рома тоже пускай не отлынивает. Давайте приступим. Окунька морского нам приготовили на пару. Поэтому давайте-ка вот так вот аккуратно шкуру снимем. Не-не-не, давай, сочность не теряйся. И лишней шкуры нам не надо. Вот так. Опа. И вот так вот спинку снимаем. Вот она. Иди сюда. Без костей. Вообще в этой рыбе, кроме хребта, костей нет. Иди сюда. Вот так. Вы верно уже заметили, что даже потемнело немножко. А все дело в том, что, само собой, мы сидим здесь, прежде всего отдыхаем. А именно, почистили все рыбы. Со всеми поделились. Роман поел, Александр, Дима, Света. И вот теперь, наконец-таки, и я тоже поем и попробую. Дим, а ты уже попробовал? Говори свое мнение. Рыба очень сочная. Очень хорошо отходит от кости. То есть костей там буквально только хребет. В остальном ничего лишнего, удобно разбирается и хороша на вкус. Так, морская, хорошая, приятная. Свет? Да, хорошо, что костей в рыбе мало, рыба свежайшая, естественно, и нежно приготовленная. Ну, то есть не докопаться. Жареная, ничего, просто вот чуть-чуть ее подогрели, ровно сколько надо. На пару. Хорошо, порядок. Другой вопрос. В цене, потому что эта рыба стоит 500 тысяч донгов за килограмм. Дим, тебе как? У нас получилось где-то 900 грамм, то есть это порядка 2000, наверное, рублей. Ну да. В целом, за 4 хороших свежих рыбы, я считаю, что это недорого. В России за эти деньги можно взять килограмм лосося примерно, но здесь это
точно хорошая, свежая, только что выложена. Но килограмм лосося это, наверное, в магазине, В магазине. не в кафе. Нет, в кафе Да. такого не найдешь. Свет. В кафе, да, я лосося тоже люблю, но это белая рыба совершенно другой вкус. И лосось, которого за такие деньги можно купить, он вряд ли с утра плавал. Тут, Ну, я короче считаю, что говоря, нормальная цена. до цены особо не докапываемся. Нормально, нормально. Окей. У нас есть еще 4 устрички, а вы устрицы уже пробовали? Да, пробовали. Да, пробовали, правда, я свежих чуть меньше люблю. Ага, свежих чуть меньше. Хорошо, у нас есть специальный острый соус для них. Давайте попробуем. Заканчивая быстренько про рыбу, скажу следующее. Ребятам в одной из рыб попалась икра. Разделили они между собой, а мне попалась какая-то печенка по икре. Особых замечаний нет. Она достаточно мягкая, но нейтральная на вкус. Ну, короче, икра як икра. Окей. Давайте тогда по устричкам хватаем все. Держи. Роман, а ты сырую? Рома, как всегда. А у него все зависит от настроения. То он... А, с ноги не снят, смотри. Снято, да? да. Сейчас помучаемся маленько. Подковырять. А ложка есть, смотри. У нас здесь на столе есть ложка. Можно вот так вот сделать. Оп-оп-оп-оп. Готово. Держи. Я, с вашего позволения, размешаю васаби с соевым. Они даже васаби капнули на сторону маленько. И вот так. Лайм, васаби, устрица. Молодцы. Свежая. Отличная. Не водянистая. Вот, я не знаю, у каждого человека, конечно же, разный вкус. Но, ребят, вот эта устрица, ну, она крутая. Особенно вместе с ногой, а нога у нее, знаете ли, это не у какой-нибудь мидии, где там волокнистая, которая будет у вас в зубах застревать. Нет. Здесь нога больше напоминает шайбу, точнее, пятак гребешка. Он нежный, замечательный, вкусный. Давайте, вот, по сыромятке. Ты говорил, тебе не особо. Да, все так. Я сырые устрицы обычно как-то меньше предпочитаю. Какие-нибудь загриленные, под сыром, под каким-нибудь соусом. Но на вкус это действительно очень свежо. Да. Ощущается вкус моря. С соусом заходит вообще на ура. Да, у нее вкус свежести, вкус моря, необычное сочетание с соусом с васаби. Я раньше обычно кунцу брала, устрицы. Так, да, Васаби не интересно особо ядреный? Нет, не ядреный. Свет, а скажи, пожалуйста, ты вообще по сыромятке какие морепродукты? Я любую сыромятку люблю, если это свежее. Сашими всякие? Сашими, да, Ага. устрицы сашими. Ну, то есть, это для тебя не то, что ужас, там не надо. А, ну, то есть, нормально, да? Да, ну просто в Питере сложно найти прям свежайший. Обычно лосось свежайший есть. Ну, да. А вот да, с устрицами там и прочим намного сложнее. Хорошо, все, вот у нас еще одна устричка. Давай. Видишь, как мы разрекламировали? Давай, не отлынивай, тоже подъедай. Роман у нас сегодня что-то устрицу не хочет, да? Ладно, а мы тем временем приступаем к клешням краба. Копейки стоят, их навалено много, и мы их попросили приготовить на пару. Давайте чистить. На это у нас уйдет много времени. Я не уверен, что я готов рисковать ценой к стоматологу. Да я просто попробовал эту клешню кусить. Но ты знаешь, что-то нет, не уверен. Нет, скорее всего, я просгрыз, только это будет очень дорогая. Тогда, наверное, клешня. Да. Ладно, давай вот. Суховат. Интересно, это все-таки потому что из заготовки или из-за А ты того, знаешь, что скорее сам краб? всего, эти клешни, они просто замороженные были. Просто начищенные, замороженные. Не, попробовать надо.
Да? На самом деле я к тому, что вот приедут люди другие, да, они увидят вот это вот наше с тобой мучение и скажут такие: да иди ты куда подальше. Ну, не я, а тот, кто это продает. А может, кому-то и захочется посидеть вот так вот по капелюшке, прилипшее мясо оттуда вот так вот повыковыривать. Помню, что в Китае, что в Вьетнаме любят поразбираться. Посидеть, пожевать, погрызть. Но я не уверен, что это найдет большой отклик среди людей. Нет, господа, я еще одну клешню почищу и все. Серьезно. Ну вот да, какой-то кусочек более-менее побольше Вот, получилось. да. Понимаешь, основная их проблема в том, что они прилипшие к панцирю. Да. Обычно ты крабика чистишь такой раз, и он сам выпадает оттуда, да? Ну, Вот, а здесь что-то... целиком. В крабе еще удобно сразу открыть крышку и достать самую мякотку из-со спины. Ну, да. И вот видишь, Ром, покажи крупно. Вот он сухой. Вот казалось бы, я вынул целую клешню, а сухая. Господа, ну что сказать по поводу большого количества клешней, которые нам здесь, конечно же, подали. Вот я просидел минут 10-15, проковырялся ровно так же, как и все остальные. И у меня получилось добыть из меса крабьего мяса в очень маленьком количестве. Да, и еще с панцирями. Не знаю, что сейчас скажут ребята, но дело в том, что блюдо выглядит шикарно. Ты такой думаешь: ладно, это клешенки, это квинтэссенция. Я сейчас почищу и такого хорошего краба буду вынимать, целиковые вот эти вот, знаешь, как хвостик из рака, да? Вот. Ты ожидаешь этого, но нет, тебе будет вот это. После ты сидишь, ешь сухую жвачку, да, со вкусом краба. Грубо говоря, сушеный крабик такой, и вот и все, в который нужно вложить еще много труда. Все, мое мнение на этом заканчивается. Это блюдо, сколько бы оно ни стоило, оно не стоит того, потому что вы замучаетесь, вкуса особого не получите и так далее. Дим. Да, Костя все верно заметил. Времени на разбор тратится, ну, в принципе, как на любую обычную клешню краба, но ты не получаешь от того, что ты делаешь, соответствующего выхлопа, потому что мясо сухое, оно на вкус как порошок, примерно даже можно сравнить с обычными крабовыми палочками, которые не крабовые. Только которые сухие. Да. И... Ну, это просто невкусно. Согласна, что возня не стоит того. Лучше взять целого краба из аквариума, который точно живой, свежий. Наверное, это будет сильно дороже, но все-таки получить какое-то удовольствие. Ну, да, Процесс. да. Я подозреваю, что эти клешни были просто из заморозки. Да, скорее И всего. это не то, что здесь где-то клешни местные насобирали. Это из какого-нибудь хашимина там в огромных брикетах вот эти вот клешни поставляются, и они уже изначально давно замороженные, и поэтому... А здесь их просто положили на лед, да? Хитрый ход. Положили на лед, типа, смотрите, у нас свежие клешни. Вранье, кидалово. Сколько б ни стоило, повторюсь, не стоит того. Поехали далее. А теперь у нас хот-pot тайский. Давай все туда. О, порядок. Перемешай. Вот так. Благо тут все морепродуктовое, так что пара минут и готово. И немножко травы добавим. Всякой разной. Только чуть-чуть. Морепродуктом я много не люблю. И Morning Glory. Вот так. Давайте выкладывать. Вот. Ага. Морепродуктики черпай, конечно. Пониже. Вот оно.
И давайте я вот рыбку со всяким, с травой. Где тут кальмарчик еще? Вот. Вот так. Роман, а креветочку тебе. У нас последняя осталась. Это тебе будет. Ты у нас главный любитель креветок. А здесь смотри, большеголовая. Конечно, куда же я без своих любимых щупалок? Вот у нас уже все и закипело. Креветок у нас на всех не досталось, поэтому мне досталась исключительно голова. Но народ сказал такой: мы вот это вот не рискнем из головы съедать. А здесь, ребята, типа вот это все надо бы съедать. Давайте это и сделаем. А вот в этой креветке это огонь. Это все как надо. Да. Там чуть-чуть хитинчика попалось. Но смотрите, основной прикол в том, что вот эти легкие, вот они, давай крупненько. Вот, они остались снаружи. Их вы не едите. А ешь исключительно, ну, вот этот свернувшийся белок. Если вы понимаете, о чем я. И да, здорово. Так что, Дим, никаких проблем с головой, как говорится. Да, ну, вот так открыл, да? Нормально вообще. Давай морепродуктину какую-нибудь. Я, естественно, щупалки. Ты был прав. Резина страшная. На это уйдет много времени. Вкусно. Нормально. Но это не свежий кальмар, имеется в виду замороженный, перемороженный, хрен какой вообще. Что касается тельца кальмара, а тельце стекло. Вот вы, придя в Окей или в другой гипермаркет и купите замороженного вот этого вот тушку кальмара, будет ровно то же самое. Я в 2000-кратный раз повторюсь, но скажу: ребята, здесь, в этой стране, преступление подавать такие морепродукты. Я пока бульончик, а давайте. Да. По бульончику. Бульон – это у нас хот-пот по-тайски. Да. И бульон отдает какой-то вот такой там-ямом. Немножко чувствуются морепродукты, чувствуются какие-то специи, но при этом абсолютно не острый. Острота, если там и есть, тут, наверное, очень фоновая. Вот. По морепродуктам креветки вкусные, ракушки отличные, тоже без песка, без всего. Кальмар, да, кальмар, к сожалению, подкачал. Он достаточно резиновый, есть можно, это вкусно. Попадаться. Но не более того. Я пока ракушку, Свет. Ну, бульон мне понравился, насыщенный, хоть это и не похоже на том-ям, потому что нету вот этого кокосового молока, лемонграсса и прочего там, что добавляется. На мой взгляд, это больше томатное что-то. Ну да, возможно. Это прям томатное. А морепродукты, мне креветка не понравилась тем, что у нее очень большая голова и крошечный хвостик, там есть практически нечего для тех, кто не любит поедать вот это вот из головы. Ракушки, ну да, ракушки можно пожевать. Кальмар резиновый. Как вкусненько, бульон достаточно вкусненький. Другими словами, как Света сейчас сказала, самое вкусное, заметьте, в тайском морепродуктовом хот-поте – это бульон. А, на мой взгляд, это максимальное описание того, что может быть с точки зрения хот-пота, когда тебе подают тайский. Вот ты попробовал креветку сейчас. Что ты по ней скажешь? Она мягкая, сочная, наверное, чуть-чуть, может, переварилась, потому что у нее нету вот этой хрусткости. Но по мясу это хорошо и свежо. Я тебе скажу точно, она не переварилась. Ты сам видел, сколько мы ее держали. Это 3 минуты максимум. Мы закинули, у нас пошел порог, мы все открыли, готово дело.
тайском морепродуктовом хот-поте самое вкусное бульон. Это все, господа, что вам нужно знать о тайском хот-поте в этом заведении. К сожалению. А, да, Роман, ты креветку тоже ел, все ел. Скажи пару слов. Я тут мало что хорошего могу сказать, в основном только обосрать смогу этот хот-pot, потому что из хорошего это рыба коби, которая сама по себе вкусная и как бы к поварам готовки отношения не имеет. Она просто такая родилась. Креветки, ну, тушка супер маленькая, в голове там вкусняшка, конечно, вот это вот. Кальмары на выброс. А что касается вкусного хот-пота, ну, блин, это опять концентрат сахарного сиропа. Тут мне не важно, какой вкус, потому что я не могу есть суп, когда в нем, 10 ложек сахара. Ну вот я сейчас съел кобию. Да, с рыбкой все в порядке. По поводу сладости я с Романом немножко не соглашусь. В данном случае все-таки это не суп, который ты должен весь съесть, да? Это бульон призван к тому, чтобы ты макал все-таки то, что ты ешь. То, что он сладкий, ну да, сладкий, но не настолько сладкий, насколько описывает Роман. Вы знаете, да, окей, сейчас прям разгар Нового года и очень большое количество людей отдыхает. Но черт возьми, ребята, качество морепродуктов. У меня большие к этому вопросы, потому что мы много раз куда заезжали и вне Нового года, и в обычные дни. Но перестаньте, пожалуйста, подавать замороженное. У вас рынки каждый день наполнены нормальными вещами. Отправляйте заморозку, я не знаю во что, в котлеты, еще что-нибудь. Подавайте котлеты из кальмаров, из осьминогов, из креветок. Все. На этом заморозка должна закончиться, а когда ты ешь свежий морепродукт, он должен быть свежим. Давай, Дим, свое основное мнение по поводу сегодняшнего заведения. Скажем так, есть можно, но едали мы уже, прямо находясь здесь, гораздо вкуснее и за меньшие деньги. Действительно, морепродукты, окунь был хороший. Да. Тут как бы сложно сказать, но это скорее заслуга рыбы, а не того, там, что с ней делали. Вот. А в остальном, да, хромает. Приехать поесть, можно найти место повкуснее и подешевле. Благо их у меня достаточно много. И я хотел еще, знаешь, какой момент сказать? А мы наелись сегодня? Я что-то вот не уверен. Деле, вот ощущение того, когда ты обычно выходишь из кафе и чувствуешь прямо тяжесть в животе от того, что ты съел. И это при том, что ты обычно еще не доедаешь рис, который приносят, как правило, дополнительно к блюду. Да. То нет, скорее не наелись. Да, как Дима сказал, действительно, бывали места и получше вне Нового года. Ну а с вами был Дмитрий. И Костян. Всем пока. Рома у нас за здоровое питание, он же еще в зал ходит. Ну, видно, здоровый кабан, да? Ну, сейчас и раскритикуем. А? Скажем, что почистили каждый по 2 штучки и затрахались. Вот здесь в башке, Дим, смотри, видишь, еще тоже до хрена мяса. Тоже не забывай. О, видал? А ты помнишь такой шампунь «Видал, Сосум»? Да, реклама старая.